Примерно за неделю до вашего интервью вам придется пройти медицинский осмотр. Медицинский осмотр – это обязательная процедура, и проходить вы его можете только в аккредитованных американским посольством медицинских клиниках. Обычно это 1-2 клиники в том же городе, в котором находится посольство. И что я советую сделать, это списаться с врачом заранее. То есть вы можете прогуглить эти клиники, вы можете найти конкретные фамилии врачей, которые проводят эти медосмотры для посольства США, и вы сможете найти их телефон или имейл и написать им заранее. Почему я советую написать этим врачам заранее? Потому что, во-первых, вы сможете узнать сроки получения анализов. Допустим, частью медицинского осмотра является флюорография, и результаты флюорографии обычно не приходят в тот же день. Обычно необходимо 1, 2, 3 дня на то, чтобы результаты флюорографии дошли. И написав заранее врачу, вы можете примерно спланировать, за сколько времени до интервью вам желательно пройти ваш медосмотр. Второй вопрос, по которому я советую написать врачу, это прививки. В Америке есть список обязательных прививок, которые делают детям, и такой же список прививок, или практически такой же список прививок, обязателен для иммигрантов. То есть, если вы не сделаете себе эти прививки, то, к сожалению, визу вам не дадут. И список этих прививок, он в принципе одинаковый, но иногда он может отличаться, потому что какие-то прививки добавляют, какие-то прививки убирают, поэтому я советую написать заранее врачу и уточнить, какие прививки необходимы в данный момент. И есть 3 способа доказать, что у вас есть эти прививки. Первый способ – это найти выписки из ваших детских поликлиник, где указано, что вам проставляли эту прививку. Я знаю, что многие люди могут это сделать, особенно те, которые живут всегда на одном месте, они могут действительно просто сходить в поликлинику, поднять какие-то документы, и у них будут уведомления об этих прививках. У нас никаких документов о прививках не сохранилось, и поэтому что мы делали? Мы делали анализы на антитела. То есть, допустим, даже если вам не делали прививку от ветрянки, например, или от краснухи, если вы ими болели в детстве, скорее всего, у вас будут антитела. Но, кстати, в моем случае я болела ветрянкой в детстве, я абсолютно в этом уверена, у меня есть фотографии, моя мама в этом абсолютно уверена, но анализ на антитела показал, что антител у меня от ветрянки недостаточно, и мне пришлось сделать прививку. Значит, если у вас есть тест на антитела, который показывает, что у вас достаточное количество антител к этой болезни, то вам не нужно будет повторно делать прививку. Если антител недостаточно, вам нужно делать прививку. И прививку можно делать либо заранее, то есть мы делали до своего медосмотра все прививки, у нас было достаточно времени, и мы просто приносили справки из своих поликлиник о том, что мы делали прививки. Либо, если у вас нет каких-то прививок, и вы приходите на медосмотр, то вам поставят все эти прививки прямо там. Мы не очень хотели это делать, потому что, во-первых, вам действительно могут поставить очень много прививок в один день, если у вас их не хватает. Во-вторых, вы, естественно, за них за все заплатите. То есть там в Литве, допустим, бесплатная медицина, и большая часть прививок покрывалась нам обычной государственной страховкой. Если бы мы делали эти прививки в частной клинике от американского посольства, то, естественно, мы за них платили бы. И да, медицинский осмотр, естественно, платный. В Литве он стоил, я помню, 250 евро, но ценник будет очень сильно отличаться от страны, в которой вы проходите медицинский осмотр. И после этого вы приходите на интервью. Важно, что после медицинского осмотра вам дают конверт со всеми результатами ваших медицинских исследований. Вам ни в коем случае нельзя открывать этот конверт. Если вы откроете конверт, то вам придется проходить медицинский осмотр еще раз и, естественно, повторно за него платить. Почему нельзя открывать конверт? Потому что там будут содержаться результаты ваших медицинских исследований, в том числе результаты флюорографии. По медицинским основаниям тоже некоторым людям могут отказывать в визе, и консул должен быть уверен, что все эти результаты — это настоящие результаты. Удостоверяется он это, потому что он видит невскрытый конверт.